Мини-ПК Firebat, вот так вот, наверное, перевернуть будет правильный, мне тут аплодируют, Firebat AK12+. Это рабочий мини-ПК на Intel N100, 16 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт, на удивление, не SATA диска, а NVMe диска. Я действительно удивлен, это, знаете, так не пожадничали. И при этом по очень-очень сладкой цене. Знаете, когда мне говорят, нафига такие слабые мини-ПК? Да ну не всем же в киберпанк играть, некоторым и работать нужно, а иногда просто кино посмотреть или в соцсетях посидеть. Но все это за очень-очень вменяемые деньги на канале Технозон с обзором. Поехали. Слушайте, ну перед тем, как мы перейдем на распаковочку, могу сразу сказать, очень удобно открывается крышечка, туда можно добавить SSD-шничек, а стоит он 147 баксов 72 цента. Вот на момент съемки этого видео. Кстати, ссылку в описании под видео разместил. Вообще подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И у этого Firebat есть этот брат-близнец, я бы сказал бы, но он немножко меньше. Это не брат-близнец, это просто-напросто да, сын, наверное, но при этом на LPDDR5. А этот на LPDDR4, на N100. Вот вообще вкиньтесь, 147 баксов. Это действительно очень низкая цена. Хотя они пишут здесь Intel Jasper Lake. Нет, здесь Alder Lake процессор. Он с Intel UHD графикой, 16 гигов, 512 M2. Они пишут NGFF. Нифига, здесь стоит M2 NVMe. Все порты вы посмотрите потом уже на распаковочке. У нас 1000 мегабитный LAN, Wi-Fi 5 ГГц, да, Wi-Fi 5, но все равно он работает. И при этом работает для Wi-Fi 5 неплохо, достаточно стабильно. Небольшие размеры, что они тут нам еще обещают, поддерживает 4К 60 Гц, кстати, 4К тягает вообще без проблем. 6 мегабайт кэш третьего уровня, 4 ядра, 4 потока до 3,4 ГГц. И здесь они даже какое-то сравнение там показывают процессоров, но могу сразу сказать, энергоэффективный, тихий, подходит для работы, для соцсетей, для каких-то минимальных там ваших, ну хотя они пишут Adobe Premiere, фигня это все, для премьера не подходит, сразу говорю, видеокарта слабовата, но можно во что-то поиграть. Действительно можно поиграть. Во что можно поиграть? Смотрим в обзоре далее. Сейчас мы с вами досмотрим, что они там, может быть, нам что-то такое напишут прям крутое, но с документами работали. В игры играли. Ютубчик смотрели, Netflix смотрели, Мегугошечку смотрели. В Excel, в Word работали. PowerPoint тоже спокойненько будет работать. И даже поредактировать фотографии в каком-нибудь там Джимпе, PaintNet и даже, возможно, кто-то на Photoshop на нем замудрится. В этом деле он будет вполне нормально работать. Слушайте, давайте так. Можно много к чему придраться. Но невозможно придраться к цене. $147. Поэтому идем, распаковываем, тестируем и делаем вывод. Ну что, мини-ПК. Сразу говорю, что это Firebat AK2 моделька 16 на 512 на процессоре Intel N100, по крайней мере. Так, открываем. В коробочке у нас, в принципе, у нас тут вот такой вот блок питания, очень маленький, на 30 ватт, HDMI кабель, пластина крепления для задника и винтики дополнительные. Объясню, для чего винтики сейчас чуть позже, потому что, смотрите, вот такой вот обыкновенный мини-ПК. Казалось бы, да, и казалось бы, можно было бы его разбирать, чтобы улучшить все намного проще. Поехали. На боковинках у нас Kensington замочек, у нас выход 3.5, LAN RJ45, 2 HDMI-чика, USB-шечка, выход DC, это 2.0 USB-шка, а тут есть у нас еще 2 USB-шки 3.0 и еще одна 2.0. Кнопка включения-выключения спереди у нас есть диодная панелька. Снизу есть для крепления на стеночке, либо где-то еще, и вот такое вот отверстие для забора воздуха кулером. Что мы можем с вами сделать? Можем с вами вот так вот открыть его. Сейчас. Вот таким вот образом. А? Нет. На защелке, да. Открыли. У нас здесь есть посадочное место для 2.5 диска. Есть Type-C-шка. Я пока не знаю, для чего она. Мы посмотрим, для чего может быть здесь Type-C внутри. Я, честно говоря, первый раз такое вижу.
Да, то есть сюда мы можем поставить с вами 2.5 диск дополнительный, то есть элементарный обыкновенный SATA SSD, вот такой вот дополнительный. Кроме того, что здесь уже стоит 512 M2 диск. Открутили, достаем, давайте отлепим вот эту штуку. Вот, достали. Здесь у нас память. Память у нас вот такая вот 16-гиговая, DDR4 2666, содимчик. И все, в принципе, нам здесь больше смотреть нечего, разбирать дальше не будем, потому что дальше его собрать будет достаточно такое себе занятие. Да, проблематично. То есть улучшать мы будем только в плане добавления 2,5 дюймового SSD диска и просто-напросто можем память еще влупить, конечно, насколько это. Но она будет работать в одноканале. Type-C это сразу на плату, правильно? Да, вот она на плате Type-C. Для чего она здесь внутри? Хороший вопрос. Ну, как бы будем смотреть, может, производитель чего-то там рассказал нам. Попробуем что-то в нее подключить. Потом. Не знаю. Все, ребят, собираю, настраиваю, тестируем. Ну и что N100 процессор? Ну, для тех, кто не играет, так вообще отлично. Для работы чисто. И то я здесь в StarCraft 2 во что-то играю. Если поставить минимальные настройки качества, а это, кстати, средние настройки, то я здесь еще и поиграть во что-то могу. Ну, нет у людей, допустим, денег, да, а работать надо. А мы играем, понятно, вот, допустим, тот же самый StarCraft, пожалуйста. Это StarCraft 2, даже не первый, пожалуйста, все отлично работает. Конечно, при добавлении большего количества юнитов будет все намного печальней, но для этого существует ниже качество графики. Слушайте, вообще неплохое начало в плане того, что такой сам по себе мини-ПК с возможностью добавить M2, не M2, а SSD диск, обыкновенный 2.5, очень-очень интересный вариант, потому что у вас базовый диск там 512, M2 NVMe вы поставили, допустим, SSD-шничек на терабайтик и уже с чем-то можете работать. Давайте выйду сразу и будем сразу смотреть на характеристики. И скажу вам так, что SSD-диск, который здесь установлен M2 NVMe, это PCI-Express 3.0 X4 на шине PCI-Express 3.0 X2. Стандарта NVMe Express 1.4 и плюс у нас неплохая скорость для столь бюджетного решения, для X3. Это у нас, вернее для 3.0, это у нас 1761 мегабайт в секунду на чтение и 1700 на запись. Как мы видим, это действительно нормальный базовый какой-то бюджетный SSD-шник. Неплохой. Если говорить о процессоре Intel N100, никаких сюрпризов у нас здесь нет. Alder Lake обыкновенный 10 нанометров. В принципе 6 мегабайт кэша второго уровня. И это у нас 4 ядра, 4 потока. Но опять же та же самая PCI Express 3.0. И память у нас, видите, стоит DDR4, она работает в одноканальном режиме. Если бы была DDR5, то DDR5 может работать в двух субканалах 2x32, да, по сути. Немножечко побенчим наш центральный процессор. Мы уже делали обзор на микроверсию такого же ПК, мини-ПК от Firebat, и там было немножко интереснее. Почему? Потому что там DDR5 стоял. DDR5, то те же самые 16 мегабайт, но они работали в двух субпотоках по 32 бита, и это давало небольшое преимущество в производительности. Видим здесь 323 в одноядерном тесте, 1009 в многоядерном тесте. В принципе, даже сравнивать в этом тесте нам не с чем. То есть там AMD A10 какой-то, может, мы там превосходим. Либо в одноядерном у нас будет на уровне Core i7 2600K. Ну, в принципе, там просто потоков больше. А так, я вам скажу, это уровень один и тот же процессора. Также у нас по GPU-шечке мы видим Intel UHD Graphics со 192-битной шиной. DDR4 с динамически выделяемой памятью. Тут уж есть как есть. И, кстати, у маленького, опять же, мини-ПК там было 256 бит шина. Вот это вот интересно. Давайте посмотрим в AIDA 64 основные тесты в плане того, что там есть классных два теста. Один из них это у нас Checkmate, который покажет реальную производительность данного процессора, база процессоров больше. И PhotoWorks, очень классная тема для работы с графикой, тоже очень хороший показательный тест. В Checkmate он здесь немножечко отстает от 16-ядерного атома и стоит между 6-ядерным Core i7 990X и не дотягивает буквально там 30 баллов, 33 балла до 16-ядерного атома. Но при этом он обгоняет даже 8-ядерный Xeon X5550.
50. Да, это не самый мощный процессор в плане, допустим, там, игровом. Нет, это далеко не игровой процессор, но Photoworks сейчас посмотрим. И вот здесь вот мы видим уже 10641 балл. Это, ну, опять же, A10 от AMD и чуть-чуть не дотягивает до 8-ядерного Opteron и ну, с небольшим отрывом от 4-ядерного Core i7 2600 HT. Тут уж есть как есть. По поводу фактического использования данного мини-ПК мы с вами можем посмотреть детали частот и детали, допустим, тех же самых температур в PC-Mark тесте, в PC-Mark 10. Максимальная тактовая частота процессора у нас в бусте была 3183, вообще 3392 должна быть, заявленная для N100. 3168, 2300, нет, нас настроечка интересует. 3075, ну, в принципе, где-то в пике он достигает, хотя не достигает 3294, вот то, которую мы видели на DDR5. Я думаю, что здесь она уперлась в некоторую производительность самих других компонентов системы. Хотя, в принципе, для работы вполне приемлемо. По температуре говорю как есть, то есть у нас здесь с вами 78 градусов пиковое значение было, но тут надо учитывать еще и компоновку того, что здесь сверху находится у нас SSD-шник, и все будет зависеть еще от нахождения SSD-шника. Не знаю, я бы немножко доработал охлаждение, хотя, в принципе, это не критическая температура для такого чипа. Вот 80 даже была, вот 80, где-то пиково у меня, вот 80.76. Но одно радует то, что она условно постоянная, даже на рендеринге какого-то там тяжелого видео, да, потому что здесь тест включает и тяжелое видео, она условно постоянно держалась. Не скажу, что это самый плохой тест. В работе с приложениями он отлично справляется. По видеоконференц-связь 30 FPS средняя именно по воспроизведению. Это тоже абсолютно стандартный нормальный результат. Воспроизведение анимированных 3D объектов или картинок это 60 и 105 FPS соответственно, и видео в YouTube до 4К он проигрывает. Работа с таблицами, работа с документами без ограничений. Единственное у нас Recalculate Monte-Carlo, это такой охренительный тест по рекалькуляции огромного массива баз данных. Здесь 200 секунд. Но, чтобы вы понимали, например, на Core i7 каком-нибудь или Core i9 даже это будет ну секунд там 80. То есть разница там принципиально невелика. То есть это всего лишь разница там в какой-то минуте по сути. Но это даже на таких мощных процессах может занимать достаточно определенное время, потому что тест очень-очень крутой. Ну и конечно же фотографии редактировать можно. Оно будет у вас работать нормально в Gimp, PaintNet, Paint, Photoshop возможно. Рендеринг видео здесь невозможен до 15 FPS в секунду, и на лету при просмотре видео 1599 FPS достаточно маленький результат. Это я вам говорю как есть, скрывать ничего не буду. Но при этом вы можете поиграть в простенькие игры. Hearthstone, StarCraft, какой-нибудь Half-Life 2, World of Tanks Blitz. Да, рассчитывать на полноценные танки тут не стоит, но в блицы погонять вполне возможно. И вот, пожалуйста, Hearthstone'чик у нас отлично идет, анимация работает. То есть можно это все дело использовать. Хотя, я вам честно скажу, я бы на такой мини-ПК лупашил бы Windows 10. Работает немножко побыстрее, потому что сюда сейчас я зафигачил Windows 11 на полном, скажем так, в полном комплекте. Ну, все отлично. Давайте заатачим его. Сейчас еще один ход. Выходим и идем дальше тестировать. Единственное, я не понял, зачем вот этот вот Type-C, который на разборке мы нашли. При подключении к нему SSD диска ничего не происходит. То есть я вот сейчас беру, я его специально открыл, разобрал, вставляю и нифига он не загорается, питания на него нет. Для чего он нужен, вообще непонятно. То есть какую-то сделали системную штуку, с которой вообще ничего не работает. Хорошо, хоть они не заявляли, что там должно что-то работать. И, конечно же, тестируем сетевые возможности. LAN RJ45, 1000 мегабит, вообще без каких-либо проблем он тягает. Сейчас Wi-Fi-чик потестим. И заодно будем проверять с вами момент проигрывания YouTube. Здесь у нас тест доделывается. Wi-Fi, однозначно Wi-Fi на тест. Все чистый гигабит. Кстати, это очень неплохо. Как бы мне понравилось. Wi-Fi подключен.
Это Wi-Fi 5, сразу говорю, с коннектом 433 на 433. Тут нам чудес не стоит ожидать, но мегабит 300 по 5 ГГц он спокойненько выдает. Я просто с этими модулями уже имел дело. Вот, пожалуйста, там 276 на 264. Я не ожидал ничего другого. Давайте посмотрим, пожалуйста, 2,4 ГГц. Тестируем 2,4 модуль. Стартуем тест. И здесь, здесь, кстати, неплохо. Под 100 мегабит на 2,4 ГГц. Это нормальный показатель на текущее время с учетом загруженности 2,4 ГГц сетей. 88 на 89. В YouTube, конечно же, будем тестировать на нашем канале 4К геоплейсы. Потому что один из самых таких тестов для мини-ПК, для ПК, для ТВ-боксов тяжелых. Включаем сразу 4К. Включаем статистику для сисадминов. У нас 4К воспроизводит. Сейчас будут стартовые дропы на то, что у нас было изменение интерфейса. И все, 74 мегабит. Это мы играем на 2,4 ГГц. На 2,4 ГГц у нас Full HD viewport, это на моего рекордера, это он определяет, какой рекордер. И сейчас у нас viewport, это 4К он декодирует без единого дропа. Вообще идеально. То есть спокойно вы можете на этом мини-ПК смотреть мультимедиа. Давайте, например, мы с вами посмотрим там Megogo. Ой, не так, клавиатура, давайте. Megogo. Открываем какой-нибудь, канал. Все, IPTV-шечка у нас работает. Кино, да вообще не вопрос. Останавливаем. Давайте, Megogo. Закроем, откроем, например, Netflix. Запускаем тот же самый Netflix, и те же самые фильмы у нас тоже. То есть данный мини-ПК подходит для браузинга, для работы с соцсетями, для просмотра фильмов, при этом офлайн, онлайн, вообще любого варианта. При этом еще и поиграть во что-то можно. Вот смотрите, мы сейчас закроем браузер. Все, можем дальше с вами, скажем так, тестировать. Ну и, как я говорил, World of Tanks Blitz. Пожалуйста, играйте. Если вам вообще игры не нужны, то компьютер вот за такие деньги, за 140 с мелочью долларов, очень даже неплохо. С учетом того, что вы можете себе расширить здесь и SSD-шничек, и поиграть, и посмотреть какое-то кино, и поработать. Ну, поиграть смотря во что. Опять же, я не буду никогда заявлять, что это игровые ПК. Игровые ПК это совсем другая вещи. Ну давай, лупим их. Все, есть. Давайте еще одного сейчас. Смотрите, 60 FPS снизу слева, снизу справа. Не знаю, Леш, покажи как-нибудь. Это мой монтажник Алексей. Снизу справа видны FPS. Сейчас меня сольют. Меня что-то не могут, они стреляют, оно все рикошетит. Короче, бедняжечки, третий рикошет. Да ладно, слушайте. Где вы там? А ну иди сюда. На тебе. Я еще даже кого-то слил. Это просто нонсенс. Это просто нонсенс. Да ладно, слушайте вообще. Давай, иди сюда. На тебе. Это вообще, это просто трэш. Ну и как я говорил, работа с документами. Как проверяется такое действие? То есть мы берем с вами, допустим, электронная таблица. Создаем несколько ячеек, желательно текстовые, не текстовые, а потом немножко формул. Там берем одну, делим на другую, при этом еще рассчитываем, допустим, квадратный корень обязательно от того числа, которое мы рассчитывали. Это очень простой тест, но очень действенный. Можете попробовать проверить свой компьютер. Растягиваем, допустим, там, на 20, на 30 строк. На 15-20 и пробуем растянуть вниз на 2000 строк. Вот это вот и будет конкретно вот этот вот показатель рекалькуляции. На слабых компьютерах он обычно на таком выбрасывает. Я вам сразу говорю, вот смотрите, давайте 2100 строк. Он будет висеть некоторое время, это нормально, мы в тесте это видели.
А после этого он должен рекалькулировать, он должен скопировать каждую ячейку, рекалькулировать, потом взять следующую ячейку, скопировать первоначально. И здесь это он делает одновременно полосами. Это тяжелый тест, но он сработал. При этом мы берем, копируем и делаем какие-то огромные массивы. И он с этим все равно справляется. То есть вот эта вся рекалькуляция здесь работает. И работать и с Word, и с Excel вы можете спокойно на этом мини-ПК. Спокойно, просто спокойно. И даже в Diablo 3 поиграть можно. То есть, да, действительно, мини-ПК такие, они мега бюджетные. Сказать, что там, я же вам говорю, что это мега игровые мини-ПК, я не могу и не буду, и никогда не буду заявляться, что это очень мощное. Но мы же с вами рассматриваем ПК за 140 с мелочью долларов. За 140 с мелочью долларов для работы, для учебы, для, допустим, чего? Для редактирования каких-то таблиц, для работы с соцсетями. Это все отлично подходит, пожалуйста, это все работает. Вы можете играть в игрушки какие-то казуальные, вы можете играть даже в какие-то старые, кто-то предпочитает карточные игры, как я, например, в Hearthstone играет. И все это тоже будет работать. Все, ребят, я готов пройти прорезюмировать данное видео. В качестве выводов скажу. Если брать за 150, если брать за 200, за 300 долларов, то такой бы ПК я уже не взял. А за 147 конкретно долларов я могу его даже посоветовать. Потому что я там пошпилил в Heroes Might and Magic 3, когда уже за кадром. Короче, ребят, рекомендую. Именно за такие деньги действительно рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.